Ребят, всем здравствуйте, с вами снова Entropia Production. Этот гайд посвящен исключительно людям, которые только начали играть в эту игру. Давайте рассмотрим максимально дешевый билд для того, чтобы зайти просто в бой, или потерять минимум, или вынести хоть какое-то количество валюты. То есть повысить свои шансы на удачный эскейп. Смотрите, первое, что вам нужно покупать, это тишина. Тактические ботинки там первого или второго уровня с аффиксом тишина. Заходим в торговлю, аукцион ресурсов. Выбираем Equipment, Boots. Ну вот смотрите, к примеру, первого уровня выбираем аффикс тишина. Они стоят всего лишь 4000 бачей. Покупаем их. Как они действуют, ребят? Смотрите, оно уменьшает воздействие шагов на 80% при медленной ходьбе или ходьбе на корточках. То есть, если вы будете бежать под шифтом, вас будет слышно, как будто слон бежит. А если вы просто идете спокойно, то есть без шифта или, скажем, в приседе, тоже без шифта, заметьте, тогда вас почти не будет слышно. Но если вы подойдете, скажем, к стене, там где сидит чувак, на той же тишине он вас все равно услышит. Потому что уменьшение воздействия всего лишь на 80%, а не на все 100%. Так что будьте внимательны. Я вам скину пару видосов, как это правильно работает. Выбор брони, ну, максимально простой. Вот это стоит 1000 и вот это стоит 800. То есть стоит покупать всегда именно вот такие вот третьи броники, вы с ними повыкнетесь и вам будет попроще. И запомните, ребят, всегда берите третий рюкзак. Почему именно третий рюкзак? Он открывает вам все слоты, доступные в бою, и стоит всего лишь 2000. То есть, по сути, вот этот наборчик у нас уже стоит 6000, 8000 кэша. Вот это вот прекрасно. И покупаем себе вот такой вот пистолетик. P18. Заходим в установку, выбираем настройку и подбираем самый дефолт. Билд это вот видите как от 2500 до 4000. То есть, по сути, мы уже неплохо заряжены. Можете, конечно, собрать чуть получше, я выставлю свои сборки. То есть видите, как у меня есть средняя сборка и такая, более-менее адекватная. Единственное, что вот здесь вот есть одна маленькая проблема, лучше использовать барабанные магазины. Почему барабанные? Потому что больше вместительность магазина, ребят. То есть, скажем, так у него будет где-то 25 или 15. Не, у этого 15 патрон будет, который вы будете выстреливать с максимально быстрой скоростью. А вместе с этим 35. То есть у вас больше шансов убить человека, который будет там в третьей, в четвертой, в пятой броне. Шансы всегда есть. Использовать лучше всего зеленый или синий патроны. Но если вы все же бомж максимально и только начали играть в эту игру, используйте серые. Серые можно купить торговля, биржа. Вроде как вот боеприпасы по 5 кэша за штучку. То есть, по сути, при покупке 35 патронов мы тратим всего лишь 175 кэш. То есть 500 за сотку. Очень удобный билд. Потом, если вы все-таки начинающий игрок, то у вас будет доступна всего лишь одна ячейка сейфа. Если вы собрали пистолет по моей сборке средний или максимальный, то лучше кладите его всегда сюда. А в основном, если вы боитесь потерять тактические ботинки тишина, кладете его сюда. То есть тоже я в этом видео, в этом гайде вам покажу, как это примерно используется. Я пойду в бой именно вот с этим вот обвесом. Я надеюсь, бой у меня получится удачный. И, кстати, не забываем застраховаться. Это всего лишь 2000 кэша. То есть в случае, если вы залутаете кого-то типчика, чтобы вы могли это сбросить, одеть его сет и пойти уже полностью в его обвесе. Так, ну это начало. Теперь смотрите, ребята, видосик. Так, ну что ж, ребята. У нас вот, пожалуйста, начало боя. У нас имеется всего лишь одна ячейка, один слот. Я стараюсь никогда не снимать тактические ботинки, для того, чтобы была возможность проконтролить своего оппонента. То есть я зашел в бой, высматриваю противника, вроде как никого рядышком нет, и всегда слушаю, есть ли кто-либо. Это очень важно. Подлутываемся по возможности. Кэш берем всегда.
и всегда осматриваемся. Если вы считаете, что кто-то может быть рядом, идете на тишине. Ну, если совсем сыкливо, так знаете, как если жопа жим-жим, значит, вот таким вот способом отдыхаем. Находим прекрасное оружие. Для того, что если мы подбираем какое-то оружие, рядом с ним всегда лежат патроны. Для того, чтобы его, смотрите, из рук вставить за спину, нажимаем X. Это на ПК. И просто перекладываем в него патроны. После чего берем опять в руки. Очень удобно. Быстрая перезарядка, не надо с ней играться. Всегда старайтесь двигаться, чтобы вас не снял какой-то шальной китаец или наш русский дружище. О, смотрите, пулемет. Я его закину сюда, потому что у меня ячеек сейфа все-таки дофигища. Сюда мы не смогли допрыгнуть, но ничего страшного. Так. Теперь бегаем, ищем жертву. Или вообще, если вот вы только начали играть в эту игру, то я бы вам не советовал стараться кого-то там перестрелять или что-то там вроде. Для начала залутайтесь хотя бы, чтобы у вас была первая сотня кэша. Ну, сотня тысяч, я имею в виду. Вот, Recovery Potion всегда подбираем. Бездымный порох, он всегда нам нужен. Смотрите, вот теперь уже начинает действовать наш третий рюкзак. У нас открыты все слоты, мы можем в себя, так сказать, вогнать максимальное количество ресурсов и шматья. Пока что мы, бомжики, мы подбираем буквально все. Также я выпущу гайды по нужным или ненужным ресурсам, которые стоит в бою поднимать и стоит ли вообще. О, смотрите, третий рюкзак нашел. Зашибен. Смотрите, на этой карте, это карта зонирования. Вот, к примеру, третий армор всегда подбираем, то есть спокойненько. То есть мы полностью залутались по фулам. Сейчас это будет уже видно. Я уже чувствую, меня кто-то на горе пасет. Также точки, ребята, где вас могут крысить, я вам тоже обозначу. В этом будьте уверены. Также выйдет отдельный гайд на эту тему. Где вас могут крысить, где вас могут подкрысить или убить. То есть пистолет нам по сути нужен для того, чтобы в случае, если в самом начале мы не найдем оружие, мы могли перестрелять чувака, ну, могли иметь возможность перестрелять чувака, который заспавнился и сразу нашел себе оружие. Ну или заспавнился с оружием уже по факту, в априори. О, кстати, подавитель просто шикарный вылез. Это, считайте, 12 тысяч затара. Также у нас имеется еще один рюкзачок. Я залагал. Вот примерно вот такие вот бои лучше всего проводить. Никого не встретили, никого не убили. Ребят, и слава богу, мы залутались на 40 тысяч. После чего? Давайте сразу разбор будем устраивать после каждого боя. Зеленые патроны 9 мм нам по сути нужны. Если вы новичок, оружка вам по сути тоже нужна. Советую использовать Hesto, Submachine Gun или P18. То есть это юспик. Мне оно не нужно, я пока продаю. Пулемет Калашникова, его лучше продавать всегда вот так вот за 11 тысяч. Если вы находите какой-то интересный синий ствол, понятное дело, что вот смотрите, здесь процентов нет, можно выставлять по сути за 18 500 кэша. Уже большой плюс. Вот такие вот, к примеру, легкий тактический жилет, да, первого уровня, по сути, нафиг никому не нужен. Единственное, что если в нем будет аптечка первой помощи, оно того стоит. От троечки можете все пока что складывать. Но если у вас там будет их слишком много, то советую вот так вот продавать просто кнопочкой. Один болт их там мало кто покупает. Третьи рюкзаки, если вы находите, первое время все равно складируйте их. Но когда у вас будет их уже чересчур много и у вас не будет хватать мест на складе, просто нажимайте кнопочкой продать. Нет смысла выставлять их на аукцион.
Они очень дорого не стоят. Регенки очень важные банки. В будущем, когда вы уже научитесь играть, они вам помогут. Гранаты. Их можно продать в субботу и воскресенье где-то по 500 по 600. Советую их коллекционировать. Зеленые патрошки, они все по сути нужны. Вот эти вот серые патроны, они нафиг не нужны, просто банально их продаем. Бинты важная штука. Мы очень часто будем их использовать. Я в будущем покажу как. Бездымный порох. Важный ресурс. Оставляем. Черный порох тоже. Слизистую можно продавать просто с руки. Все вот эти вот краски продаются с руки. Стекло можно продать на аукционе по 100 кэша. Я их обычно, конечно, продаю вот так вот. Резина тоже иногда продается, ребята. Но собирайте один стак, и пусть он вам лежит, может быть, когда-нибудь пригодится. Алкоголь, всегда собирайте его, он вам очень понадобится. Морфин нафиг не нужен. Токсин тоже. Пластик очень важный ресурс. Ну что ж, первый мой гайд, ребят, подошел к концу. Спасибо, что вы его посмотрели. Я надеюсь, он будет для вас полезен. Всем до встречи в следующем видосе.